Обнаружил, что такой термин, как корневая шейка, я очень часто использовал в своих видео, когда рассказывал о том, как правильно сажать те или иные саженцы. Но, собственно говоря, рассказать о том, что такое корневая шейка, я как-то не удосужился. Поэтому сегодняшнее видео именно про это. И почему корневая шейка, этот термин, вызывает столько споров и почему он так важен. Итак, что такое корневая шейка? Давайте возьмем саженец. Вот выкопал как раз саженец, для того, чтобы вам показать. Вот она, корневая шейка. Это то место, откуда из штамба начинают расти первые корни. Вот она, это граница. Эта граница очень важна. Это граница между подземной частью растения и его надземной частью. Это граница между корнем и штамбом. Это граница между воздухом, который сверху, и землей, которая снизу. Одним словом, корневая шейка – это граница разных, функционально разных частей растения и совершенно разных сред обитания. Вспомните о том, как растет саженец из посеянного семени. Сначала из этого семени вниз начинает опускаться корень, а вот эта вот семенная оболочка начинает выталкиваться наверх на поверхность почвы. Если, конечно, семя правильно на правильную глубину посажено, посеяно. Так вот, корень опускается вниз, а семечко вот это вылазит наверх. Из него уже развивается надземная часть. То есть фактически природа, растение само формирует вот эту условную границу между корневой частью и той частью, которая будет над землей находиться. И вот представьте себе, в питомнике посеяли семена, вырастили из них саженцы, сделали на них прививку какого-то культурного сорта и продают. Все это продолжалось примерно 3 года. Рос такой саженец. Вы его купили, он выкопанный, вы его купили, привезли к себе на участок и посадили неправильно. Посадили с заглублением вот этой самой корневой шейки. То есть вот эту границу опустили вниз под землю. Что произойдет? Саженец вот эти 3 года, условно говоря, 3 года, привыкал к тому, что вот эта часть живет под землей, а вот эта живет на воздухе. И в результате вот эту нижнюю часть, привыкшую жить на воздухе, вы закопали во влажную, вы же поливать будете, во влажную землю. Естественно, эта часть начнет гнить. Наверняка многие из вас наблюдали картину, когда, скажем, столбы какие-то, закопанные в землю, гниют. Причем гниют они как раз вот в этой поверхностной почве, слое почвы. Они гниют именно там. Гораздо медленнее они гниют на глубине, но, естественно, медленнее гниют здесь на поверхности. То же самое происходит и с растением. Дело в том, что вот под этой корой расположены сосуды, по которым происходит обмен питательных веществ соками. Между корневой частью, отсюда они поступают в крону. Но точно так же, под действием фотосинтеза, здесь в кроне, в листьях синтезируются какие-то полезные для растения вещества, которые уходят в корни. Корни тоже таким образом питаются. Вспомните, если сделать кольцевую ранку, скажем, если на ваш участок проник заяц и прогрыз кольцевую ранку на штамбе вашего растения, оно погибнет. Потому что вы нарушите таким образом это снабжение веществами вверх-вниз, вниз-вверх. То же самое произойдет, когда вы глубоко закопаете свое растение. Оно начнет гнить. И вот это снабжение веществами вверх-вниз, вниз-вверх будет нарушено. Да, оно будет продолжаться еще довольно долгое время, несколько лет. Но саженец с глубоко закопанной корневой шейкой развиваться фактически не будет. У него не будет приростов, у него будет слабое цветение, у него не будет урожая, хотя может даже и быть урожай. Такой предсмертный, назовем его так. Потому что вот здесь, в этой части нижней штамба, где корневая шейка находится, нарушено снабжение полезными, нужными растению веществами. Так что вывод из этого какой? Сажайте свои саженцы правильно. Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку своих саженцев плодовых деревьев. Сажайте так, чтобы корневая шейка всегда была на уровне почвы. Как это делать, я рассказывал много раз. Если вы копаете большую, особенно посадочную яму, наполняете какой-то хорошей землей на первые годы, обязательно делайте это заранее, чтобы эта земля успевала осесть, не потянула, оседая за собой саженец, и вот тогда он как раз получится заглубленным. Сделайте заранее, земля осадит, вы уже в осевшую почву посадите свой саженец, и он будет
на нормальном, нужном уровне, будет нормально развиваться. Но, как говорится, не все так однозначно. Есть целый ряд растений, которые вам только спасибо скажут, если вы заглубите их корневую шейку. Как правило, это кустарники. Ну, например, беречина, дерен, розы. Розы, привитые на шиповник, рекомендуется даже сажать, заглубляя место прививки под землю. Для чего? Ну, во-первых, чтобы уберечь это самое место прививки от сильных зимних морозов. Для того, чтобы шиповнику, на который привита роза, было сложнее с большей глубины выпускать свои побеги. И роза на вот этой привитой части, культурной, назовем ее так, способна образовывать новые корни. Как и многие кустарники. Образуя дополнительные корни, они делают себе только лучше. В общем, они скажут вам спасибо. Но не пытайтесь это сделать с плодовыми деревьями. Даже если у вас саженец наклоновым подвое, который способен образовывать корни, так же как и кустарники, если вы посадите его, заглубив корневую шейку, вы с удивлением обнаружите, что да, на той части, которую вы закопали под землю, образовались новые дополнительные корни, но вот часть штамба, которая оказалась под землей, она гниет. И такой саженец, в принципе, я думаю, долго не протянет. Да, он будет жить какое-то время, может быть, даже будет плодоносить, но он не будет долгожителем, скажем так. Поэтому ни в коем случае плодовые деревья не сажайте с заглублением корневой шейки. Корневая шейка, вот эта граница между первым корнем и штамбом, должна быть фактически на поверхности. То же самое категорически просто относится к саженцам хвойных деревьев. Они просто не любят, ни в каком виде заглубления корневой шейки. Будьте с этим аккуратны. Кстати, сейчас появилась еще одна модная, назову ее так, тенденция. Некоторые специалисты советуют сажать деревья выше, чем уровень почвы, чтобы вот эти первые корешки толстые даже находились над поверхностью почвы. Я, честно говоря, отношусь к этому не очень хорошо, хотя на самом деле это меньше из двух зол. Лучше садить выше, чем заглублять корневую шейку. Вот они говорят, пойдите в лес и посмотрите, как растут там деревья. Да, действительно, когда заходишь в лес, очень часто видно, что почва смыта с верхней части корней, и они торчат наружу. Но не будем забывать о том, что в лесу фактически постоянная тень. И вот эти корни ни в коем случае не страдают от сильной жары. У нас на садовых участках не всегда так. Иногда мы очень сильно вылизываем свои участки, у нас растет дерево и со всех сторон сильно освещено солнцем. Вот эти верхние корешки могут под действием жары, очень высоких температур, могут, конечно, страдать. Ну и не забываем о том, что в лесах растет самосев, как правило. Те растения, которые привыкли жить в наших условиях, переносить наши морозные, в том числе зимы. И вот это, когда корешки находятся на поверхности, для них не составляет особой проблемы. У себя в садах мы сажаем разные культуры, в том числе какие-то непривычные для нашего региона, поэтому они могут страдать, как я сказал, от жары сильной, но в то же время и от сильного мороза. Поэтому все-таки моя рекомендация, лично моя, это сажать так, чтобы корневая шейка была всегда на уровне почвы. Ну и держа в руках вот этот саженец, интересное замечание. Наверняка вам доводилось слышать, некоторые специалисты говорят, никаких клоновых подвоев. Подвои должны быть только выращенные из семян. Такой подвой сразу образует мощную корневую систему, которая глубоко уходит в землю. И, естественно, саженец, привитый на такой подвой, будет устойчивым, будет жить долго, будет жить хорошо. Это все, конечно, так, но не всегда. Вот это сеянец, это самосев. Семечко упало здесь на эту почву и выросло. Вы видите, какой у нее корень? Совершенно не стержневой, глубоко уходящий вниз. Почему? Да потому что почва здесь такая, глина с камнями. И этому сеянцу тяжело было проникать вниз своим корнем, образуя вот этот мощный стержневой корень. Зато он образовал 3 корня, которые шли вдоль поверхности. Так ему было развиваться проще. Это я к чему? К тому, что советы специалистов это хорошо, но всегда эти советы примеряйте к своим конкретным условиям. Всегда соизмеряйте, что вы хотите сделать и насколько это получится именно в ваших условиях. Ну вот, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.